Приветствую вас, дорогие мастера по наращиванию ресниц. Меня зовут Епифанова Елена, и я сооснователь учебного центра Sunlook. Данное видео будет полезно начинающим мастерам, которые только что освоили новую профессию, такую как наращивание ресниц, а также тем мастерам, которые уже достаточно давно в этой профессии, но столкнулись со следующей проблемой, что клиентская база не растет, а клиенты, которые однажды к вам пришли, больше не возвращаются. В этом видео мы разберем с вами топ-5 ошибок у начинающих мастеров. Конечно, ошибок гораздо больше, чем 5, но избавившись хотя бы от них, качество вашей работы вырастет, клиенты начнут возвращаться и приводить еще своих подруг. Ошибка номер 1. Ресницы слишком быстро отваливаются. Если ваш клиент пролежал на наращивании ресниц 2 часа и более, то он рассчитывает проносить эти ресницы как можно дольше. Если, придя домой, клиент обнаруживает на следующий день, что искусственные ресницы начали отваливаться без своих, а через неделю оказалось, что все искусственные ресницы уже его покинули, то клиент сделает следующий вывод. Либо наращивание это не для него, либо вы плохой мастер и будет искать другого мастера. Ни первый, ни второй вывод для вас не выгоден. То есть клиента вы потеряете и даже не узнаете почему. К такому результату, что ресницы слишком быстро отваливаются, в основном возникает из-за страха мастера взять побольше количество клея, что работа может оказаться грязной или возникнет большое количество склеек, поэтому мастер сознательно пытается уменьшить количество клея. Но маленькое количество клея дает лишь небольшую сцепку и не дает возможности долгой носки. Поэтому не бойтесь взять побольше клея, главное его равномерно распределить по ресницам. Также на осыпание ресниц может повлиять скорость работы. Например, вы работаете еще медленно, но взяли клей с моментальной сцепкой. И в помещении может быть влажно и жарко, и тогда клей на искусственной реснице закристаллизуется раньше, чем вы успеете ее поднести к натуральной. Клей, конечно, схватится за натуральную ресницу, но не будет держать ее должным образом. Итак, совет новичкам. Следите за количеством клея и за тем, чтобы он оставался максимально жидким на искусственной реснице, когда вы подносите ее к натуральной. А также, если скорость вашей работы недостаточно высока, обязательно поменяйте клей на тот, у которого скорость кристаллизации медленней. Ошибка номер 2 – это отслойки. Представьте, что вы нарастили своей клиентке ресницы, и после наращивания у нее важная встреча или свидание. И прямо посреди свидания у нее зацепляются верхние ресницы за нижние, и она просто не может открыть глаз. Потом эта ситуация повторяется на следующий день и на следующий день. И вместо того, чтобы после наращивания испытывать расслабление и релакс, что не надо красить ресницы, что можно поспать на 15 минут подольше, она все время думает о том, чтобы верхние ресницы не зацепились за нижние. Испытывая такой каждодневный стресс, клиент вряд ли захочет заново повторить эксперимент и прийти на наращивание. Поэтому, скорее всего, вы клиента потеряете. Избежать данной ошибки можно, если внимательно следить за искусственной ресницей, как она прилегает к натуральной. Важно при постановке внимательно смотреть на основание и не допускать отслоек между искусственной ресницей и натуральной. Если искусственная ресница не плотно прилегает к натуральной, например, она приклеена с отслойкой, то нижняя ресница может попасть в это место и зацепиться, так что клиенту будет трудно открыть глаз. Ошибка номер 3 – отсутствие отступа. Я часто общаюсь с девушками, которые делают себе наращивание ресниц, и узнаю у них, почему они не носят ресницы постоянно, почему делают отдых и перерыв. И самый частый ответ, который я слышу, это «я испытываю тяжесть на глазах. За месяц я так устаю, что мне хочется отдохнуть от ресниц». Давайте же разберемся, почему возникает тяжесть на веках. Чтобы понять, что ощущает ваш клиент, я попрошу вас пальчиками дотронуться до века. Сильно нажимать не надо. И в таком состоянии попробовать поморгать. Согласитесь, что это не очень комфортно и удобно. А представьте, что ваш клиент в таком состоянии проводит целый месяц. Ощущение тяжести на веках возникает тогда, когда до них что-то докасается. В нашем же случае это отсутствие отступа, когда искусственные ресницы соприкасаются с нежной кожей века. Поэтому нам необходимо помнить, что отступ всегда должен быть. Совет для мастера. Когда вы нарастили искусственную ресницу, подтяните веко и посмотрите, виден ли вам отступ. Если же отступа не видно, обязательно переклейте такую ресницу.
Если искусственные ресницы прилегают прямо к веку, то такие ресницы ощущаются как тяжесть, и ваш клиент захочет от них отдохнуть. Поэтому всегда наращивайте реснички с небольшим отступом. Ошибка номер 4 – это склейки. Проблема для мастеров заключается в том, что склейки очень легко пропустить и оставить. Беда же для клиентов заключается в том, что если ресницы склеены друг с другом, то после снятия таких ресниц натуральные становятся реже. Также склейки могут привести к болезненным ощущениям, как будто что-то колет, как иголочкой. Даже это может привести к воспалению фолликула. Вам же как мастеру следует понимать, что очень важно в конце проверять свою работу на склейке. Главное проверять ее не в хаотичном порядке, а каждую ресницу друг за другом, внимательно изучая основание ресниц, проверяя, нет ли какой-то натуральной ресницы, которая зацепилась за соседнюю. Как убедиться в том, что вы сделали действительно качественную проверку на склейке? Достаточно посмотреть на ресницы спустя 3-4 недели, когда ваш клиент придет на перенаращивание либо на коррекцию. Внимательно изучите его ресницы. И если вы увидели петельки, то это выросший анаген, который был приклеен к соседней. Если же вы увидели выдранную ресницу, то это также была допущена ошибка и была оставлена склейка. Откорректируйте свои действия и более внимательно делайте проверку. Ошибка номер 5 – это неправильная работа с патчем. Любой клей содержит вещество цианоакрилат, который негативно влияет на слизистую оболочку глаза, если она не защищена должным образом. Лопнувшие сосуды и химический ожог роговицы – это все последствия неправильной работы с патчами. Века приоткрывается, и пары клея попадают на слизистую оболочку, травмируя ее. Если вы то и дело наблюдаете красноту глаз у ваших клиентов, то обратите внимание на то, как вы работаете с патчем. Помните, что краснота – это не норма. В 99% случаев это ошибка в работе, и лишь в 1% случаев это особенность у клиента. Если клиенты не возвращаются, что с этим делать? Попробуйте после того, как ваш клиент нарастил ресницы, через несколько дней поинтересоваться, все ли хорошо с ресницами. Если у вашего клиента возникли какие-то проблемы, то, скорее всего, вы первые об этом узнаете. Таким образом, вы сможете своего клиента пригласить на гарантию и сохранить его. Либо узнаете о своих ошибках, над которыми вам нужно будет работать. По ошибкам, которые мы с вами только что разобрали, у нас сняты отдельные видео. Под этим роликом я оставлю на них ссылки. Также напишите в комментариях, какие еще ошибки вы знаете, из-за которых клиенты к вам могут не возвращаться. На этом у меня все. С вами была Епифанова Елена. Всем до новых встреч!